Итак, после наклейки стеклохолста начали шпаклевать шпаклевкой полимерной. Это Ilmax 6440. Начали шпаклевать маленьким шпателем, 30-кой, фасадным. Вроде шпатель хороший, но оказалось, что шпаклевать им долго, нудно, поэтому захотелось что-то обновиться в инструменте и заказали шпателя для механизированной шпатлевки. И хотя наносить будем вручную шпатлевку. И вот, пришел наш заказ. Иду забирать. Вот такой вот чемоданчик. Классный. Вообще круто. Сейчас посмотрим, что в нем находится. Открываем и видим набор из 4 шпателей. Упаковано все в пупырчатую пленку. Итак, это у нас 45-ка. Этим можно шпатлевать вообще просто с руки все время. Заподлицо, лезвие находится заподлицо с корпусом, с держателем. Получается, ничего не мешает. Шпаклевку можно под ноль вообще вымазывать на стену или на потолок. Лезвие ровное, потому что каркас ровный, не изгибается. Плотный, жесткий, вообще отличный каркас. Хотя пластиковый. 15 сантиметров шпатель. Это для заделки стыков гипсокартона. Также можно, если откосы узкие какие-то, или подмазывать где-нибудь царапинки какие-то по финишной отделке. То есть это, в принципе, вообще классный шпателек, маленький, удобный. Это у нас 25-ка. Тоже все ровный. Лезвие у нас 0,5 миллиметра. Тоже жестко. Ну и основной наш шпателек это 80-ка, которым мы собираемся шпатлевать вообще полностью всю поверхность потолка. Тоже ровный, нет искривлений. На краях лезвия уже закругление. Вот, проверяю на жесткость. Вообще классный шпатель. Ровный, жесткий. И можно все время тянуть и стены, и потолок. Так что классный. Ну, набор вообще нормальный, хороший. Это у нас переходник или держатель для удлинителя. То есть палка, которая телескопическая для подвалек. Вот это можно вот шпаклевать с палки. Ну, скажу сразу, мне таким способом не понравилось, потому что нужно сильно регулировать. И так как я первый раз такими шпателями шпатлюю, у меня не очень получилось палки. Ну, в целом, если научиться, можно. И это ускорит процесс. Вот, пробую. В целом, ну, интересная задумка, поэтому начинаем шпаклевать. Я доволен, круто, мне все нравится. Для нанесения шпатлевки используем специальный валик. Он под палку, под резьбу. Он сделан из нейлоновых волокон. Такие, можно сказать, пластиковые кудряшки, которые хорошо впитывают шпатлевку, но при этом равномерно ее раскатывают на поверхности, создавая одинаковый слой. Шпаклевку на валик удобно набирать из бадьи. Итак, видим, что наша палка уже не справилась в начале работ, расшаталось крепление. Но это ничего, сейчас поедем купим новую палку. Начинаю разравнивать шпателем с палки, тоже, ну, в принципе, получается, но не очень удобно. Неудобно. К этому нужно привыкать. Шпаклевка при нанесении чуть-чуть брызгается, поэтому нужно к этому тоже привыкнуть и понимать то, что это будет происходить. Ну, в принципе, так же, как краска. Разравниваем. Ну, в принципе, мне нравится с палки, но только то, что неудобно. Нужно привыкнуть, научиться этому делать более профессионально. Вот, продолжаем наносить. Здесь уже разравниваю с руки. Тоже классно получается. Быстрее, чем с палки. Потому что палку более надо увереннее держать. И она нужна очень мощная. Шпаклевка наносится удобно, приятно.
Немного брызгается, да, но в принципе как краска наносится. Легко, непринужденно, усилий много не требует. Разравниваем на сдирб, можно так сказать, практически, втирая ее в поверхность. В целом получается все несложно, легко, классно. Шпатлевка за счет того, что она полимерная, она не застывает быстро в бадье. Хорошо использовать бадью, потому что из ведра неудобно было бы набирать на валик. То есть в бадье на дне можно аккуратненько себе раскатывать валик и потом переносить эту шпатлевку на поверхность. За счет того, что шпатлевка полимерная, она не стынет, легко наносится и можно оставить даже на следующий день, закрыв пленкой или залив водой сверху. Вот уже вдвоем с напарником. Он идет спереди, доносит материал, я сзади иду, сразу же стягиваю. И таким образом наша работа уже ускорилась. Таким способом мы проходим полностью первый слой. Потом точно так же на следующий день после полного высыхания первого слоя мы проходим вторым слоем. Все точно такая же технология. Потом, когда все высыхает, мы затираем наждачкой. И точно так же уже проходим готовой шпатлевкой из ведра. То есть это из мешка шпаклевка была. Мы проходим готовой. Это может быть фарбман, это может быть шитрок, готовая шпатлевка под финишную окраску. Это может быть любая шпатлевка, которая пригодна для финишной отделки под покраску. Вот так классно получается. Ровно, гораздо ровнее и быстрее, чем маленьким шпателем. Вот так у нас все получилось. Это первый слой шпатлевки. Точно таким же способом нанесли второй слой шпатлевки. Когда все высохло, мы приступаем к шлифовке наждачкой. Затираем вручную наждачкой, теркой. 240 наждачка. Приступаем к затирке. Свечу боковым светом, чтобы видеть вдоль потолка, что у нас необходимо затереть. Но по сути и по факту нужно затирать полностью всю поверхность, чтобы снять гладкий слой глянцованный. Эта работа сложная, пыльная. Использую респиратор обязательно для защиты дыхательных путей. Для таких работ, конечно же, есть тоже специализированный инструмент, называемый жираф. Мы планируем его приобрести, но в будущем. Пока что только смогли выделить средства для приобретения шпателей. Таким образом, все затираем полностью всю поверхность. Обеспыливаем поверхность нехитрым способом. Щетку, макловицу одели на палку для валика. Можно пошире вообще взять щетку какую-то широкую и обеспылить поверхность. Просто смести пыль с потолка. Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Используем грунт-концентрат.
Валиком аккуратненько наносим грунт, чтобы не было капель, ни потеков. Главное, чтобы не было капель, потому что капли — это зло. Валиком аккуратненько, не спеша наносим грунт. Грунт необходим обязательно, в любом случае, потому что пыль нужно убрать и нужно укрепить поверхность. После того, как грунт высох, мы наносим заключительный слой финишной шпаклевки. Как я сказал, что это может быть любая шпаклевка, которая продается в вашей местности, в вашем регионе, но которая предназначена для финишной отделки под покраску. Любая другая шпаклевка может нанести вред. Она может перетираться, она может сыпаться от наждачки. Могут оставаться большие царапины, которые не годятся для покраски. Ну, таким же способом, точно так же, все валиком наносим, этим же шпателем стягиваем, все одинаково. Также, если думаете, что будет вам мало одного слоя, можно нанести 2 слоя шпаклевки. Не затирая между слоями, а просто после высыхания нанести еще 1 слой шпаклевки. И после этого уже, после того как высохнет, затереть наждачкой. Точно так же мы затирали 240 наждачкой, можно 320 взять наждачку, она мельче, и то есть будет качественно тоже, ну, если боитесь, что будут царапины. Вот, то есть, в принципе, сложного ничего нет, только из этой работы самое сложное — это затирать, потому что руки устают. Шпаклевать, в принципе, если набраться опыта, то можно это все делать быстро. То есть за день можно квадратов 70 зашпаклевать, если есть опыт. Конечно, маленьким шпателем это было бы, конечно, гораздо дольше, чем таким широким. Ну все, вот так вот стягиваем. Точно так же, после как эта шпаклевка высохнет, мы затираем наждачкой. Все точно так же, как и было в прошлом раз, когда мы затирали. То есть чуть-чуть перемотайте, посмотрите, все точно так же делали. То есть затирал под фонарь, все одинаково. Наждачка 240. Вот, конечно, если после того, как вы затрете и погрунтуете поверхность, уже готовя под покраску, необходимо просмотреть, может где-то есть царапинки, то их можно также подшпаклевать этой же шпаклевкой, которую вы шпаклевали. То есть локально уже местами, где-то царапинка, где-то полосочка какая-то, или наплывчик не затерли, забыли, то можно это всегда подправить уже по грунтованной поверхности. Потом это локальное место затереть и обратно все погрунтовать. И, в принципе, ваша поверхность будет готова уже под покраску. Итак, подытожим. Шпателями доволен. Вот видно, что, короче, всеми шпателями на этом объекте, всеми шпателями работали. Маленьким, вот, нишу шпаклевали. Здесь вот, за батареей шпаклевали. Шпаклевали маленькими, вот этим шпаклевали. Этим 40-м шпаклевали с руки все время стены и потолок. 80-кой шпаклевали потолок. Ну и стены тоже. Вот под плинтус. Под плинтус мы, получается, тянули 80-кой, чтобы вытянуть ровно стену. Это потолок уже погрунтован грунт краской. Вообще четко, мне очень нравится. Здесь готово под покраску, подсветка. Потом галтели большие, широкие, с подсветкой.
Но по шпателям доволен. Насчет удлинителя и адаптера под удлинитель этот телескопический нужно, конечно, еще потренироваться. Первый раз я шпаклевал такими шпателями. Вот, они мне первый раз в руке. Но не стоит ожидать, что если купите такие шпателя, то все, у вас они сами будут шпаклевать. Приклеил на потолок, и он там сам шпаклюет. Нет, такого не будет. Нужно привыкнуть, нужно адаптироваться к ним, потому что рука привыкла к одному шпателю, здесь уже чуть по-другому. Поэтому, но оно того стоит. Оно того стоит, качество лучше, то есть потолки, даже стены под обои вообще четко шпаклевать. Если нет возможности брать весь набор, можно брать по одиночному. То есть можно 45-ку взять, можно 60-ку взять, и в целом будет отлично. Можно по частям. Ну, так как тут объект был большой, поэтому пришлось брать весь набор. И даже думаю, что еще можно будет дозаказать 60-ку. Потому что 60-ки здесь немного не хватало на этом объекте. Лезвия снимаются очень просто. Вот и все. Взял 0, это 0,5 лезвия. Можно взять 0,35, 0,40. Лезвия стоят дешевле, поэтому можно еще докупить 0,35, чтобы было помягче. Чтобы более... Так, ну, мне очень подходит 0,55. Вот лезвие. Тянем. Сами они никогда не снимутся, но нужно подтягивать. Вот такие шпателя. Я доволен. Ожидания с реальностью оправдались. Вот, то есть круто, круто. Если вам надо, заходите, ссылка в описании, где брал, сервисом доволен.